Друзья, всем привет! Сегодня у нас погода не очень, штормовое предупреждение, дождь, сильный ветер. И я решил снять третью часть эпопеи про наши клинья для раскалывания гранитных валунов. В этот раз мы делаем клинья самостоятельно, в условиях гаражно-балконной мастерской из подручных материалов. Подручным материалом выступает шестигранный ключ на 12 мм. Обычный старый шестигранный ключ. Можно купить такой же новый, поискать на барахолке. Вот. Ничего особенного. Ну что, для тех, кто не смотрел, рекомендую посмотреть первые две части, чтобы понимать, что именно я собираюсь сделать с этим шестигранным ключом. Я ссылки размещу под ролики. Фотографии, чертежи будут приотачены к видео. Вы их видите здесь в процессе изготовления. Так, что нам понадобится, кроме ключика? Нам понадобится болгарка с обрезным обдирочным кругом и желательно наждак. Можно обойтись и болгаркой, но будет очень муторно. Так что болгарка плюс наждак, ну и тиски. Ну что, погнали! Итак, прежде всего разметка. От длинной части шестигранного ключа от начала отмеряем 11 сантиметров ровно и прочерчиваем по кругу рисочку. Вот. Следующая операция — это срезать половину короткой части шестигранного ключа. Для этого используем болгарку. Я использую обдирочный круг, мне так удобней. Ну что, погнали! Так, ну вот, смотрите, что у нас получилось. Мы половинку сняли. Это будет наша щечка. Сейчас надо ее подровнять на наждаке, чтобы она была ровно половину. Надеюсь, так видно. Так, ну что, с большего выровняли. Так, теперь задача снять фаски и закруглить вот эти грани. Так, у нас получилось две такие заготовки. Сейчас для нас наступило время формирования самого клина. 11 сантиметров от края. Переворачиваем. Клин начинается вот отсюда и идет до этого края. Это 6 миллиметров. Он должен быть 4. Это полочка 6. Так что можно тут по миллиметрику сделать рисочки. Стачиваем на клин. Вот отсюда. И здесь до 4 миллиметров. И с другой стороны. Это достаточно долгая муторная процедура на наждаке. Можно болгаркой попробовать. Но главное не спешить, не перегревать заготовку. Ну что, погнали? Ну вот у нас получается такой клин. По черной заготовке хорошо контролировать конусность. Одна сторона практически готова. Можно переходить ко второй. Охлаждаем заготовку в воде.
Так, ну вот, наш клин уже практически готов. Вот оригинальный. Важно снять фаски и закруглить основание. Это обязательно. Так, ну и пришло время отрезать. Итак, друзья, вот у нас получился такой клинышек. Вот даже остались клейма от старого шестигранничка. И вот две такие щечки. Теперь нам надо подогнать щечки под клин. Если мы все выдержали правильно рекомендации и размеры, то мы берем любое отверстие на 16 мм. Но я использую детскую линейку. Вот наши 16 мм. Точнее, вот они. И клин со щечками, секунду, с трудом сюда входит. Нам надо, видно, что входит, но с трудом. Нам надо подогнать, чтобы линейка налазила вот до сюда. Так, друзья, мы формируем сгон на щечках. Вот видите, такой получается обратный клин с наружной стороны щечек на расстоянии 35 миллиметров, 3,5 сантиметра. Здесь получается плоскость где-то 8 миллиметров, и она плавно сходит к началу. Сформировали такой обратный клинышек и закругляем. Так, друзья, мы сделали щечки для нашего клина. Теперь еще раз проверяем на нашей линеечке. Видите, плотненько заходит, без зазоров. Вот 16 миллиметров до основания. Вот 16 миллиметров. Вот, видите, отверстие 16 миллиметров. Так, итого. Вот наш клинышек.
Ну что, друзья, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. А в следующем видео мы обязательно протестируем наши клинья, изготовленные в кустарных условиях. Всем пока!